Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень интересный, объемный, но в то же время простой узорчик крючком. Вот его лицевая сторона, а вот так вот выглядит изнанка. Я для вязания буду использовать 3 цвета пряжи, но при желании можно вязать хоть 10, 20, 30 цветов, как говорится, тут уже зависит от вашего желания и задумки. Также для вязания мне будет нужен крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок под номером 3. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к вязанию нашего узора. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Количество петелек должно быть кратно 3 плюс 2 воздушные петли. Первую петельку я не затягиваю, она мне будет служить первой воздушной петлей. И дальше набираю цепочку нужного мне размера. Главное, чтобы цепочка была кратно 3 плюс 2 петли. Я провязала небольшую цепочку, она у меня кратно 3 плюс 2 воздушные петли. Теперь провязываю еще одну петлю подъема, и теперь вот эту вот петлю подъема не трогаю, пропускаю, а во вторую петельку от крючка вяжу столбик без накида. И до конца ряда каждую петлю буду провязывать по одному столбику без накида. Вяжем так до конца ряда. Итак, вот мы с вами провязали первый ряд узора. Начинаем второй ряд. Всего у нас будет 2 ряда, которые будут чередоваться на протяжении всего вязания. Второй ряд начинаем с 3 воздушных. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Теперь смотрите внимательно. Я делаю вот так вот накид на указательный пальчик, обвожу ниткой, обкручиваю вот таким образом средний палец, чтобы вот так вот получилась здесь петелька. И теперь вот она внахлёст идет, видите? И теперь крючок завожу за вот эту вот петлю и под нижнюю вот таким образом снимаю петельку, и она у меня остается на крючке. И вот одна петля у меня здесь была на крючке, эту мы провязали вторую. Теперь еще раз точно так же указательный, средний, вот нахлёст, за ниточкой и под ниткой. Третья петля, четвертая, пятая, сильно не затягивайте их, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Всего 10 петелек должно получиться. Теперь вот они у нас на крючке здесь находятся. Теперь мы с вами вот этот первый столбик мы не трогаем, так как у нас из него выходят 3 воздушные петли, то есть мы его пропускаем, не считаем в вязании, потому что над ним уже у нас есть воздушные петли. А дальше считаем 1, 2, 3, и в третью петлю будем вязать. То есть если считать с первым столбиком, то это 4, 1, 2, 3, 4. Если без него, тогда 3, 1, 2, 3. Сюда вытаскиваем ниточку, и теперь нам нужно провязать все наши вот эти петли, которые у нас есть на крючке, кроме последней. Захватываем ниточку, провязываем эту петлю, и чтобы было удобнее вязать, я всегда вот так вот внизу стараюсь придерживать пальчиками, тогда, видите, ниточка хорошо идет. И вот у меня осталась одна петля на крючке и одна провязанная, которую мы протянули. И теперь я их провязываю вместе. Сильно вот здесь вот не стягивайте. Теперь вот здесь, между вот этим вот столбиком и вот этим нашим элементом, у нас получилось 2 свободные петли. Мы делаем накид и с обратной стороны находим первую петлю, провязываем столбик с накидом, накид, и вот она вторая петля, видите? Точно так же
с обратной стороны провязываем вторую. То есть мы 2 петли пропустили, вязали в третью, и их нам нужно сейчас закрыть. И теперь мы начинаем повтор нашего элемента. То есть набираем в начале 10 петелек. Одна у нас на крючке уже есть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я. Теперь смотрим, вот в эту петлю мы вязали, ее мы не трогаем. И теперь точно так же 1, 2 и в третью петельку заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем все петли, кроме последней. Первую провязали спокойно, дальше придерживаем пальчиками слегка и протягиваем нашу ниточку через все петли, кроме последней. Теперь 2 петельки провязываем вместе. И здесь у нас также, видите, 2 свободных столбика, которые мы пропускали. Их мы провязываем с обратной стороны столбиками с накидом. Первый столбик и второй. И по такому принципу мы вяжем с вами до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, и в конце ряда у нас осталась 1 петля свободная. То есть 2 столбика мы сзади провязали с накидом, да, и 1 петелька у нас осталась. Ее мы также провязываем столбиком с накидом. И теперь начинается повтор узора. То есть мы с вами будем вязать столбики без накида. Я провязываю 1 воздушную, поворачиваю вязание и начинаю с самой первой петли. В первую петельку столбик без накида, во вторую, и так до конца ряда. Главное вязать под 2 стеночки петли. И все, вяжем так до конца ряда. Вот мы с вами провязали столбики без накида точно так же, как вязали в самом первом ряду. Теперь будем начинать повтор второго ряда с нашими рюшиками. Берем новый цвет пряжи, провязываем воздушную, затягиваем ее и вытягиваем через нашу петельку. Хорошенько тоже затягиваем белый цвет. Провязываем 3 воздушные, 2, 3, поворачиваем вязание и теперь начинаем повтор. У нас 1 петля на крючке есть, набираем еще 9, то есть вот она, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я. 10 петелек. Теперь точно так же, как вот здесь, где мы с вами вязали вот эти рюшики. Первый столбик, вот этот, мы не считаем, а дальше пропускаем 1, 2, 3. Либо же, если считаем, тогда 1, 2, 3, 4. Заводим сюда крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем эту петлю и теперь, придерживая пальчиками внизу, протягиваем через все наши петельки, кроме последней. Вот, остались у нас 2 петли, провязываем их вместе. И вот здесь у нас 2 свободные петельки, провязываем с обратной стороны столбиками с накидом. Провязываем первый столбик с накидом и второй. И все, поехали дальше повторять наше вязание. То есть всего у нас 2 ряда. Первый ряд это столбики без накида, потом рюшики. Опять столбики без накида, рюшики. И таким образом можно провязать столько рядов, сколько необходимо для вашего изделия. И вот такой вот узорчик получается, если провязать большее количество рядов.
На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что все было понятно и у вас все получилось. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.